Компания Nissan в формате онлайн-презентации показала свой первый серийный электрический кроссовер. Новинка получила название Aria и будет продаваться по всему миру, в том числе и в России. Созданный на новой электромобильной платформе CMF EV, кроссовер Aria является глобальной моделью. Производить его будут и с правым, и с левым рулем. Длина новинки составляет 4595 мм, ширина 1850 мм, высота 1660 мм, а размер колесной базы составляет 2775 мм. По своим размерам кроссовер сравним с моделью X-Trail, а его основным конкурентом является Tesla Model Y. У модели базовые 19-дюймовые диски с сложной формой спиц, а в виде опций доступны 20-дюймовые колеса. Дизайн серийного кроссовера подражает концепту Aria, который был представлен в 2019 году. Автомобиль, конечно, потерпел некоторые изменения, чтобы его можно было поставить на конвейер. Прежними осталась узкая светодиодная головная оптика, состоящая из цепочки 20-мм мини-прожекторов, объединенная с поворотниками, а также дневные ходовые огни, выполненные в виде бумерангов, трапециевидная фальш-радиаторная решетка с трехмерным традиционным японским узором и обновленным логотипом бренда, с подсветкой из 20 светодиодов, по числу лет между изменениями дизайна логотипа. На крыше купеобразного кроссовера расположено два акульих плавника. Сплошная полоса фонарей на корме, полностью черная в выключенном виде и красная, когда светится. Для модели заготовлено несколько двухцветных комбинаций окраски кузова с черной крышей, в том числе особой с символическим медным оттенком. На европейском рынке Nissan Aria предложат в 5 версиях. В отличие от Leaf, у Aria есть задняя независимая подвеска и возможность установки электромотора на задней оси. Автомобиль может быть переднеприводным или полноприводным, с двумя моторами по одному спереди и сзади, с системой e-Force, которая регулирует мощность по осям и силу торможения, добиваясь наиболее стабильного и надежного движения в различных дорожных условиях. Базовая Aria имеет тяговый аккумулятор емкостью 63 кВт-ч. Электромотор кроссовера выдает 218 лошадиных сил и 300 Нм, разгон до сотни за 7,5 секунды. Максимальная скорость 160 км в час. Запас хода 360 км по циклу WLTP. Следующим идет переднеприводный вариант с батареей на 87 кВт-ч и двигателем с отдачей 242 лошадиные силы и 300 Нм. Разгон до сотни за 7,6 секунды. Максимальная скорость 160 км в час, а запас хода 500 км по циклу WLTP. Полноприводных вариантов с приставкой e-Force 3. Это 63-киловаттная батарея с суммарной отдачей 279 лошадиных сил и 560 ньютон-метров. Разгон до сотни за 5,9 секунды. Максимальная скорость 200 км в час. Запас хода 340 км. Также с 87-киловаттной батареей 306 лошадиных сил 600 ньютон-метров. Разгон до сотни за 5,7 секунды. Максимальная скорость 200 км в час. Запас хода 460 км. Ну а на вершине гаммы Nissan Aria Performance с такой же батареей на 87 кВт-ч и моторами на 394 лошадиные силы и 600 ньютон-метров. Разгон до сотни за 5,1 секунды. Максимальная скорость 200 км в час. Запас хода 400 км. Охлаждение у всех батарей жидкостное. У младшей батареи зарядник на 7,4 кВт, у старшей трехфазный на 22 кВт. Заряжать Aria можно от сети переменного тока, а также от колонки постоянного тока с мощностью до 130 кВт. Технология e-Force регулирует выходную мощность и параметры торможения. В стандартном режиме вождения тяга распределяется между моторами в соотношении 50/50, но при необходимости она может быть полностью перенесена на переднюю либо заднюю ось. Инженерам Nissan удалось добиться того, что в поворотах на заснеженных участках дороги электромобиль движется по заданной водителем траектории, благодаря точному управлению электромоторами и торможением. Продольные колебания кузова и клевки при торможении сведены к минимуму, поскольку в процессе регенерации торможения вовлечен задний электромотор, а не только передний, как у других электромобилях и гибридных моделях. Nissan Aria имеет 3 ездовых режима – стандартный, спортивный и экологичный. А у полноприводных версий есть еще и 4-й – зимний. Еще кроссовер может тащить прицеп массой 1,5 тонны. Nissan Aria имеет самую свежую интеграцию фирменной системы ProPilot 2.0.
Это квази-автопилот, который активируется на загородных дорогах при движении в пределах одной полосы. В отличие от предыдущей версии, нынешняя система позволяет водителю не держать руки на руле, но взгляд все равно должен быть направлен на дорогу. За этим следит камера, расположенная в салоне. Комплекс систем безопасности Nissan Safety Shield включает автоматическое торможение при движении вперед и назад. И интерьер товарному паркетнику также достался от концепта Aria. Панель управления выполнена в минималистическом стиле. На ней нет физических кнопок. Сенсорные переключатели климатической установки встроены прямо в деревянную отделку передней панели. При этом они с тактильным откликом вибрируют при нажатии, а в выключенном состоянии не видны. Вся центральная консоль в кроссовере регулируется и запоминает положение для конкретного водителя. На ней расположился селектор режимов, а под центральной части панели встроен перчаточный ящик и выдвижной столик, способный превратить паркетник в офис. Перед водителем расположена виртуальная приборная панель диагональю 12,3 дюйма. По центру находится еще один сенсорный экран такого же размера. На них отображается информация об автомобиле, в том числе уровень заряда батареи, пробег, а также данные навигационной системы. Также у автомобиля есть один из самых больших в сегменте цветных проекционных дисплеев и голосовой помощник, откликающийся на «Эй, Nissan», который понимает обычные предложения разговорной речи. Встроенная коммуникационная система 4G обеспечивает доступ к облачным данным, чтобы лучше понимать конкретные запросы. С помощью голосового ассистента можно получить необходимую информацию, управлять маршрутом, воспроизведением музыки, а также регулировать температуру в салоне. Простор на втором ряду обеспечен не только большой базой, но и ровным полом. В модели также есть панорамная крыша. Объем багажника автомобиля составляет 468 литров у переднеприводной версии, либо 415 литров у полноприводной. В Японии и в Европе продажи кроссоверов Nissan Aria начнутся в середине 2021 года. У модели есть все шансы появиться и в России, но точная дата начала поставок пока неизвестна. Что вам больше всего понравилось в новом Nissan Aria? И как вы думаете, сколько будет стоить базовая версия в России? Делитесь своим мнением в комментариях. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий автоиндустрии.